Каждый день мы прилагаем колоссальные усилия для того, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону. Проходит день за днем, неделя за неделей, а порой и проходят года, но желаемого результата все нет и нет. Скорее всего, вашу голову посещает одна простая мысль. Что со мной не так? Возможно, ты делаешь недостаточно для достижения результата. Или то, чем ты занимаешься, вовсе не твое. А что, если успех в вашей жизни отсутствует, потому что кто-то однажды наложил на вас проклятие? Сделал так, что вы больше никогда не сможете достичь успеха и жить полной жизнью. Так вот, сегодня мы поговорим о проклятиях, или проще говоря, порче, которые так сильно распространены в 21 веке. Сегодня у нас не урок всемирной истории, но важно подчеркнуть одну маленькую деталь. Порча появилась очень давно, а конкретнее еще в XIV веке. Уже к сегодняшнему времени эти темные и злые делишки прошли через сотни лет и уверенно закрепились в нашем 21 веке. Так для чего же придумана порча или проклятие? Все достаточно просто. Получить собственную выгоду. Как правило, подобные дела относятся к темной магии, через которую можно нанести вред человеку, лишить его потомства, обречь на скорую погибель и даже влюбить желаемого человека в себя. Но наш мир устроен так, что все должно балансировать между собой. И если ты что-то получаешь, ты обязательно рано или поздно что-то отдаешь. Говорят о том, что наложить проклятие на человека порой достаточно просто, и для этого не нужно прибегать к колдунам или гадалкам. Достаточно того, что в моменте человек будет пребывать в полном состоянии злости и гнева. И именно тогда, когда человек желает от всего сердца другому какого-либо зла, здесь и происходит магия. Ведь энергия – это особенный ресурс, который не поддается логическому объяснению. В порыве эмоций человеческий разум способен повлиять на ситуацию вокруг, даже сам того не понимая. Данный видеоролик не руководство к тому, чтобы вы практиковали методы порчи, о которых мы сейчас поговорим. Это всего лишь освещение данной тематики, чтобы вы ощущали, насколько все бывает жутко. Обычно колдуны и маги выбирают самую уязвимую черту человека, где способны оказать максимальное влияние. Это имущество и деньги, половая сфера, одиночество, страх, блуд, бесплодие, бизнес, брак, болезнь и ожирение. Прежде всего, человек должен осознать, что магия – это не порезать булку хлеба путем простых манипуляций. Темная магия действует плавно, постепенно входит в жизнь жертвы и проявляет свои разрушительные возможности. И пока действует проклятие, человек не сможет восстановить свои кондиции. Когда колдун принимает решение наложить проклятие на человека, важно отдавать себе отчет о том, что это зло бумерангом прилетит в его жизнь. Такого человека будут сопровождать темные силы, и они с превеликим удовольствием окажут ему помощь в его начинаниях. Мы не станем окунать вас в каждую существующую порчу, а расскажем лишь о некоторых популярных из них. Это один из самых популярнейших видов порчи. Вам необходимо, чтобы на фото был изображен крупным планом человек, чьи глаза будут хорошо видны. Это делается для того, чтобы произвести воздействие на его биополе. Далее понадобится немного атрибутов, а именно черный хлеб и свеча. Теперь важно сконцентрироваться на своем обидчике, а именно на том, в чем смысл жизни человека. Это поможет нанести точечный удар в самое сердце. Когда наступает полночь и темные силы особенно активны в это время, тогда наступает время зажечь свечу и погасить свет в комнате. Взяв фото в руки, тщательно всматривайтесь в глаза человека на фотографии и произнесите вслух все то, что у вас накопилось на душе. Если он скуп и жаден, пожелаете нищеты. После того, как вы произнесли все негативные слова, воткните горячую свечу в буханку черного хлеба и произнесите определенные слова. Я не буду их читать ради вашей безопасности. Буханку уберите в укромное место. Как только тот, кто вас обидел, исправится, свечу выньте, а хлеб бросьте в водоем с определенными словами. Уходите, не оборачиваясь, не разговаривая до самого дома. Порой некоторые люди не способны обрести гармонию и радость за ближайшего своего, видя его счастливым и полным радости в компании своих друзей или любимого человека. И вот тогда
приходит второй метод, который способен создать одиночество в жизни человека. Здесь понадобится также фотография человека, но основная работа происходит с обратной стороны от изображения. На фото обязательно должен быть только один человек, на которого направлен негатив. На обратной стороне рисуется треугольник, острый угол которого будет направлен вниз. Края фотографии поджигаются от свечи, которую покупают в церкви. Самое главное, чтобы свеча не была освещена. И пока углы тлеют, нужно произносить определенные слова. В полночь на перекрестке дорог оставьте монеты, чтобы откупиться от злых духов. Представляя колдуна или какого-либо мага, мы думаем, что для этого ему понадобится множество атрибутов, например, волосы человека. Возможно, это имело место быть еще сотни лет назад, но уже сейчас колдуны и экстрасенсы стали намного умнее, сильнее и хитрее. И порой, чтобы повлиять на вашу жизнь, им всего-то нужна фотография или свеча. Занимаясь регулярным просмотром фильмов, можно подчеркнуть для себя, что во многих ужастиках колдуны, экстрасенсы или маги используют некую куклу Вуду, которая действует буквально моментально. Так вот, пришло время раскрыть карты и узнать, как все происходит на самом деле. Всем известную куклу Вуду по-другому называют кукла колдуна, которая может изготавливаться из практически любых материалов. Ткань, хлебный мякиш или пластилин. Самыми известными из материалов считается воск и трава. А чтобы кукла работала на полную мощность, к ней прилегают волосы жертвы, ноготь, пуговицу или лоскуток от одежды. Это происходит следующим образом. Сначала отправляются на кладбище, где собирают сухую траву, после чего скручивают ее в куклу, которую нужно обшить тканью. Производят некий обряд крещения, при котором дают имя кукле, нарекают ее именем объекта порчи. Колдовская кукла обязательно должна быть с привязкой, например, волос жертвы. После того, как кукла готова, снова отправляются на кладбище, где закапывают ее между могил, в которых похоронены разнополые покойники. Во время закапывания необходимо произносить заклинание порчи Вуду. Сразу после сделанного уходят с кладбища. Дома устраивают поминки по своему врагу, берут 3 вещи, принадлежащие жертве порчи, и отдают нищим с просьбой помянуть. Мы не станем углубляться в далекие и всем известные проклятия наподобие Тутанхамона, а возьмем приближенный пример, который был освещен во всех новостных лентах. Один из самых знаменитых композиторов нашего времени, Алексей Рыбников, это тот человек, который на своем примере столкнулся с порчей, которая практически забрала все его здоровье и его семью. Много лет назад, когда только в свет вышла знаменитая рок-опера «Юнона и Авось», Алексей вдруг внезапно почувствовал какое-то недомогание. Постепенно пропадало желание кушать любую пищу. Температура тела то поднималась, то опускалась. Затем подобный недуг перешел на жену мужчины, после на его сына и дочь, а затем и на самого близкого друга. Казалось бы, возможно, это просто вспышка гриппа, которую подцепил композитор, а затем и родственники. Внеся маленькую поправку в наше повествование, стоит подметить, что люди, обладающие популярностью, более уязвимы для проклятий и влияния темных сил. Ведь они всегда на виду. Найти фотографию жертвы или его семьи совсем не проблема, ведь достаточно зайти в интернет. Так вот, спустя некоторое время Алексей похудел на целых 20 килограмм. Моментально появились мысли, что, возможно, это рак. Были пройдены все всевозможные анализы, но рак не подтвердился. Времени оставалось не так много, чтобы решить эту проблему, и все же пришлось обратиться к экстрасенсу, который провел сеанс и вынес свой вердикт. Порча, наведенная каким-то поэтом. И здесь Алексей вспомнил, что был подобный человек, с которым они работали над созданием еще одной знаменитой рок-оперы «Судьба человека». Но это были лишь догадки самого мужчины. Шло время, и все же семье удалось пойти на поправку и вернуть упущенное здоровье. Тогда, в один чудесный день, Алексей встретил жену того самого поэта, которая рассказала, что ее муж сильно заболел желтухой и не может встать с кровати. В этот момент весь пазл сошелся воедино. Тогда Рыбников подчеркнул для себя, что произошло с ним за последнее время, и сделал определенные выводы. Как мы и сказали в начале нашего видеоролика, зло обязательно возвращается кому-то, кто его порождает. Возможно, все это лишь случайное стечение обстоятельств, но это не точно. Человек, идущий во тьме,
будет сопровожден темными силами и получит желаемый результат, но при этом обязательно заплатит цену деньгами или здоровьем. Использовать представленные методы в данном видеоролике в реальной жизни не надо. Это не приведет к хорошему. Ежедневно во всем мире люди занимаются темными делами, которые приносят вред окружающему миру и им самим. Прежде чем сотворить любое действие, нужно подумать об этом 10 раз и решить, нужно это или нет. Важно жить в ладу со своей совестью, добиваться поставленных целей и относиться к миру так, как хотели бы, чтобы им относились к вам. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, поставьте лайк и до новых скорых встреч, друзья. Пока!